Всем привет, это Шиншилла. В ролике 3 основных темы, которые как бы переплетаются друг с другом, но не связаны напрямую. Я же, как опытный детектив и разоблачитель, вам, как обычно, предоставлю все факты и дам свои мысли по всей ситуации. В целом, я мог бы и сейчас подвести итоги. Сквад окончательно скатился, уровень игры никогда не был настолько низким, сообщество никогда не было настолько аморфным и безразличным ко всему, админы серверов и разрабы никогда не были настолько эвшими, других слов просто не подобрать. Но, в конце концов, не все так печально. В конце ролика будет достаточно интересная для всех информация и анонс занимательного и юмористического стрима от меня. Но начнем по порядку. Первое мое видео на тему конфигов было, наверное, шокирующим лишь для тех, кто недавно в игре. Конфиги на тот момент были не новостью для большинства серьезных кланов и компет игроков. Очень многие эти конфиги оправдывали и использовали их, несмотря на то, что это подрывает сам принцип честной игры. Как правильно выразился Пистон и сами СТРБ, конфиги разработчики пофиксили, но лишь те, что выкладывал я. Сам Пистон, правда, никаких доказательств не предоставлял и, скорее всего, делал это высказывание лишь для того, чтобы свалить на меня побольше обвинений. Типа я распространитель читов, попутно устраивая дружеский пиар-матч с сервером Born, где, собственно, и покрывают читеров на уровне высшей администрации. Но сейчас давайте не об этом. Суть в том, что действительно разработчики пофиксили лишь основные уязвимости, которые были слиты мной, а другие параметры, также влияющие на отображение растительности, они не меняли. Поэтому сейчас действительно можно найти снова десятки вариантов конфигов, отключающих тени, траву, туман, воду и вовсе вычищающие всю карту под ноль. И я напоминаю, что эта уязвимость на уровне открыл файлик блокнотом, написал 2 строчки и все, теперь ты киберспортсмен из СТРБ состава. Более того, уже на новой версии Unreal Engine 5 найдены такие же уязвимости. Правда, не все достигается конфигами. Либо же моих поверхностных знаний на эту тему просто не хватает, чтобы накрутить что-то постоянно работающее и жесткое. Однако все так же есть способы изменения отображения текстур через тонкую настройку параметров видеокарты. Есть баги, связанные с переключением DirectX, позволяющие достичь тех же результатов. Прикиньте, сколько пришлось бы ждать по советам Пистона этой обновы, чтобы по итогу получить те же яйца, только в профиль. Пистон вообще перешел на сторону протеста и открыто выступает против разрабов. Он даже пишет, что Шиншилла был прав. Ну постойте, в чем дело? А дело в том, что уже практически все сервера в ру-сегменте уже давно крутят себе онлайн, искусственно заполняя свои сервера. Почему-то это вызвало негодование у Пистона, хотя, как по мне, это закономерное развитие ничем не ограниченной воли админов основных русскоязычных проектов. Сначала ты банишь крипочков и проводишь дружеские матчи с читерскими серверами, а потом оказывается, что кто-то поступает нечестно и рисует себе онлайн. Стоп, да постойте, что происходит? Пистон сам теперь этим занимается. Да и вообще, теперь каждый игрок может взять и накликать серверу 20-30 фантомных игроков. Точное количество зависит от настроек сервера. И уязвимость такая же идиотская и простая, как и с конфигами. Игрок подключается к серверу и за ним закрепляют слот на какое-то время. Это время регулируется параметрами самого сервера, так что сервера с накруткой делают это осознанно, увеличивая этот резерв слота до каких-то неестественных цифр. Ну вот 5 минут, например. Вроде у Пистона столько и стоит. И игрок может до момента подключения просто нажать кнопку «Отмена» и заново начать подключение. Получится, что сервер зарезервирует новый слот для того же игрока. Чушь? Ну конечно же, но в скваде это работает, а UV разводят руками. Разработчики в курсе всех проблем, но как обычно предпочитают ничего не делать. По словам Пистона, его админа, который активно добивался решения этой проблемы, забанили. Ну, скорее всего, как и меня, в дискорде разработчиков или в дискорде самого сквада. Весьма удобное решение. Разработчики сквада вообще фанаты тоталитарных мер по отношению ко всем назойливым критикам. Надоевшая многим проблема с пустым списком серверов, когда сервера в принципе не отображаются в браузере, оказывается, является тоже ошибкой на уровне пары неверных строчек. Админ одного из русскоязычных проектов Таран неоднократно выкладывал фикс этой проблемы и писал об этом разработчикам, но по итогу его посты с фиксами удаляют, а его самого забанили, по сути за то, что он решил проблему разрабов бесплатно и попросил за это внутриигровые скины в качестве оплаты за его труды. В целом, политика AVI по отношению к игрокам и своей игре просто возмутительна. Но я, кажется, знаю, что может помочь в этой ситуации. По сути, то, что сработало на них как рычаг влияния уже однажды. Но об этом чуть попозже. И вишенкой на торте станет представитель сервера 5MR, один из главных админов на момент записи ролика.
Astral. Он продает на FanPay не только сквад-аккаунты, но и конфиги для оптимизации. В целом, под соусом оптимизации конфиги распространялись еще и у STRB, но давайте взглянем детальнее. Отсутствующие текстуры воды и океана полностью дают преимущество на водных картах и особенно на Black Coast Invasion, где вы будете видеть за километры цели, летящие в воздухе, по которым будет так просто и удобно стрелять без эффектов воды и каких-либо помех видимости. Опять же, всем известно отключение теней, но бонусом конфиг уменьшает плотность тумана, что в совокупности с высоким освещением дает отличный обзор без всяких помех, позволяющий намного проще обнаруживать цель, особенно с воздуха. Ну и усовершенствован конфиг с низкополигональными текстурами и полным отсутствием деревьев и растительности на карте. Человек, который мне его прислал, отказался выдавать источники, но по счастливому совпадению самый накрученный конфиг использует многие строчки из конфига Астрала, но нельзя точно сказать, кому принадлежит реальное авторство. Впрочем, не то чтобы это очень важно. Такие же конфиги вам может написать и нейросеть. Просто тестировать каждую строчку придется часами. Или же просто разобраться с документацией Unreal Engine 4 и самостоятельно уже выяснить, где и какие параметры нужно прописать конкретно для сквад. Опять же повторюсь, что такие уязвимости недопустимы в принципе в современных играх. И PUBG, например, банит за изменение конфиг файлов. В других играх таких обширных и доступных возможностей для легальных читов тоже нет. Однако сквад даже на новом движке может иметь все старые дыры. Возможно, разработчики обратят внимание на эти проблемы и наконец доделают игру в нормальном виде, а может, как обычно, забьют хуй. В любом случае, чтобы в очередной раз надавить на разработчиков, поднять шумиху, а вдруг инвесторы или директоры разрабов наконец-то обратят внимание на их dev-офис. Ну и также на радость всем админам серверов я по традиции выкладываю новый навороченный конфиг, но пусть будет STRB номер 2. К тому же, вы теперь знаете, как накликать фантомных игроков любому проекту и перегрузить их сервера ничем. Естественно, я призываю вас не использовать эти знания во вред, и все файлы и информацию, которую я выкладываю я исключительно для ознакомительных целей. Кстати, этот ролик проплачен Born.ru сообществом. Они, как вам известно, отлично относятся к читерам и накликерам. Это мой любимый проект, исходя из первых двух расследований, так что они точно будут рады новому потоку игроков. Что ж, у STRB теперь есть новые железные доказательства того, что я спонсируюсь сервером Born. К чему я это? Да, они выкатили спустя полгода свое расследование-ответ на мои предыдущие видео. По содержанию видео отличается лишь хорошим монтажом. Кстати, мне реально нужен монтажер на постоянную основу. Пишите в Discord, ссылка есть в описании. Но только если вы не из STRB и есть какой-то опыт и примеры работ. Естественно, работа оплачиваемая. А по поводу видео STRB, просьба потерпеть до следующего воскресенья и не смотреть его, ведь именно в следующее воскресенье, 20 июля, мы вместе посмотрим его на моем первом стриме. Запись я сохраню, так что если вы не успели, поищите запись на канале. Я уже видел часть ролика и уверяю вас, там будет что обсудить и в основном поугарать. В последнем ролике, где я призывал к бойкоту всех серверов, которые так или иначе сотрудничают с читерским проектом Born, либо же с самими читерами STRB, я, наверное, переоценил свои возможности. Конечно, я должен признать, что бойкот в том виде, в котором я его предлагал, крайне наивный и по итогу неудавшийся подход. Главная ошибка — это полагать, что сообщество сквада вообще в чем-то заинтересовано и на что-то способно. Даже если спустя полгода после расследования на серверах Born до сих пор играют синяки, старые и новые кланы, админят все те же лица с теми же читерами в модерском составе, и даже сами разработчики ничего не сделали с этим сервером при наличии всех доказательств, то я делаю неизбежный вывод: всем на всю похуй. Среднестатистическим игрокам похуй на проекты, которые они поддерживают онлайном и донатами. Серверам и админам похуй на игроков. Они могут и продолжают покрывать своих дружков, читеров, банить без причин и творить буквально что угодно на своих серверах. А разработчикам абсолютно похуй на все уязвимости игры, читеров, админов, которые покрывают читеров, на сервера, которые нарушают все писанные и неписанные правила лицензии самих же разработчиков. В общем, надеюсь, старые зрители уже давно поняли, что выкладывая читерские конфиги вновь не просто так, а по той причине, что на данный момент это единственный реально эффективный способ достучаться до разрабов. Ну и реально соболезную тем честным админам и хорошим проектам, которые действительно столкнутся с некоторым наплывом читеров. Но вы должны понимать, в каком контексте мы сейчас находимся и почему приходится применять такие методы. С вами, как обычно, был Шиншилла. Пока.